пришедшая к вам вновь в этот день. Для многих из вас эта встреча со мной надолго запомнится, потому что я скажу нечто для вашего внешнего сознания, что даст вам возможность вспомнить наши встречи в моей обители. Многие из вас, особенно те, кто испытывает особую близость со мной и читает мои розарии, во время ночного сна приходят ко мне в обитель. И я имею возможность беседовать с вами. И хотя вы забываете после пробуждения эти наши беседы, все же они оказывают для ваших душ ощутимую поддержку в это трудное время. Души многих из вас не выдерживают того, что происходит вокруг вас в вашей жизни. И тогда, когда вы приходите ко мне, вы обычно жалуетесь на вашу жизнь и просите меня забрать вас обратно из воплощения. Очень многие души, самые светлые и чистые, не могут никак приспособиться к окружающей действительности на физическом плане. И их души напоминают втоптанную грязь и каждую ночь, когда я имею возможность встречаться с вами, я расправляю ваши лепестки и умываю их своими слезами. Я очень хорошо понимаю ваше состояние. Однако, возлюбленные, таково состояние мира сейчас, что самые лучшие души чувствуют себя в мире подавленными и не желают жить. В то время как те люди, которые не обременены большими добродетелями, прекрасно себя чувствуют в той обстановке, которая их окружает. Возлюбленные, ваши души приняли на себя тяжелое бремя воплощения в это сложное для Земли время. И я могу только напомнить вам об этом и сказать слова утешения и утереть ваши слезы. Но вам надлежит продолжить исполнять вашу миссию. Каждый из вас очень дорог моему сердцу, и эта особая связь со мной всегда окажет вам помощь в ту минуту, когда вам будет казаться, что уже нет сил и возможности переносить грубость и невежество вокруг вас. В самые трудные моменты вашей жизни найдите в себе силы, чтобы
подумайте обо мне, и я смогу явить свое присутствие рядом с вами и разделю ваше бремя. И вы испытаете облегчение и сможете идти дальше по жизни и выполнить свое служение до конца. Ваше служение – слушать насмешки окружающих, переносить всю грубость, которая царит вокруг вас. Однако, возлюбленные, не стоит вам впадать в осуждение. Я, как и моя сестра Гуани, учу вас состраданию к душам тех людей, которые подпали под власть иллюзий. Жажда прекрасного, которая присутствует в душах многих людей и не находит прекрасных образцов в окружающем мире, приводит к внутреннему разладу и выливается в дух, который проявляется во вредных привычках, что является ничем иным, как стремлением уничтожить себя. Вам всем не хватает любви и гармонии. Когда-то своими поступками вы создали для себя плохую карму и сейчас пожинаете ее плоды. Возлюбленные, если вы сейчас слышите меня, если ваша душа откликается на мои слова, пожалуйста, поймите, что вся тяжесть того, что выпало на вашу долю, была создана вами самими, вашими неверными поступками в прошлом. Поэтому я не устаю говорить вам о покаянии и осознании своих прошлых грехов и неправильных поступков. Как только вы сможете принять внутри вас, что все, что с вами происходит, было создано вами же самими, вы встанете на тот путь, который является единственным верным. И если вы твердо будете следовать этому пути, то он выведет вас из тупика неудовлетворенности жизнью, нежелания жить. Вы почувствуете разницу между той жизнью, которая вас окружает, и той жизнью, которую для вас заповедовал Бог. Вы сможете находить в окружающей вас жизни то истинное и прекрасное, что существует, но не замечается вами, потому что вы постоянно устремляетесь туда, куда вас направляют ваши средства массовой информации. Мы не можем быть столь же громогласны, как ваши средства массовой информации. Наши голоса похожи на шелест трав и тихое журчание ручья. Поэтому вам необходимо перестроить ваше внутреннее восприятие на нашу волну.
тогда мы сможем быть ближе друг к другу. И вы вновь обретете радость жизни и смысл своего существования. Тогда, когда ваше существо наполнено божественной энергией, вы счастливы. Потому что божественная энергия, наполняя вас, способна возвысить ваши вибрации до самых прекрасных, доступных вам состояний. Радости, любви, внутренней гармонии и покоя. К сожалению, большинство проявлений вашего мира направлено именно на то, чтобы занизить ваши вибрации. И вы лишаетесь созвучия с божественным миром и делаетесь несчастными. Я делаю все, что от меня зависит, чтобы напомнить вам о том, что мир прекрасен. И ваше восприятие мира меняется в зависимости от вашего созвучия с божественным миром, либо наоборот, отрыва от божественного мира. Очень многие вещи, которые вас окружают, способны занижать ваши вибрации, и вы становитесь несчастны только из-за того, что окружили себя неправильными, небожественными образцами. Конечно, ваше созвучие с божественным миром проявляется внутри вас, в ваших сердцах. Однако вам следует заботиться о том, чтобы это созвучие не прерывалось из-за некачественных проявлений вашего мира. Я понимаю, что очень трудно жить в мире и не испытывать воздействия мира. Но тогда, когда вы делаете в ваших сердцах выбор хранить созвучие с божественным миром, вы способны постепенно изменять окружающую вас действительность. Шаг за шагом, убирая одно некачественное проявление за другим. Все возлюбленное несет определенные вибрации. Все есть вибрации. Ваша пища несет определенные вибрации. Ваша музыка несет определенные вибрации. Архитектура городов, вещи, предметы, которыми вы повседневно пользуетесь. И одни вещи несут позитивные вибрации, другие – негативные. И иногда одна негармоничная вещь способна лишить вас душевного покоя и гармонии. Как же особо осторожно нужно быть тогда, когда вы подвергаете себя воздействию непрерывно включенных телевизоров и радиоприемников. Вы постоянно подвергаете себя воздействию сомнительных образцов, которые на долгое время
возможности испытывать божественное состояние сознания, созвучие с божественным миром. Все, что я вам говорю, так естественно, что мое недоумение вызывает то, что вы слушаете меня и даже соглашаетесь со мной. Но как только вы перестаете читать мое послание, тут же возобновляете ваш прежний образ жизни. Вам нужно придерживаться наших рекомендаций. Тогда в моей обители вам не придется лить столько слез и жаловаться на жизнь. Весь механизм